Hi, this is Geshe Michael Roach. Привет, Welcome это back Геша to Майкл Роч. Lamrim. Добро пожаловать обратно на And we've Ламрим. been И talking мы about, говорили we're in вы the steps знаете, of the что мы path for проходим people of шаги на пути для leader людей со capacity. средними способностями. And our И goal наша цель — is to get выбраться out of из the wheel of колеса life. жизни. In На this этом level, уровне, на second level, втором уровне, the цель goal is to состоит get в out of том, the wheel чтобы of life, вырваться из колеса reach жизни, nirvana, достичь personal nirvana нирваны, just for личной ourselves. нирваны, только для And себя. the И method метод is to состоит practice в those том, чтобы three, what they're called практиковать the эти three три способа, extraordinary которые называются traits, три which экстраординарные is практики. being nice to other Это people, хорошо относиться к learning how другим to людям, meditate or учиться focus, медитировать или and then фокусироваться, а mastering затем wisdom, овладеть understanding мудростью, emptiness. понимать пустоту. And if you И если вы remember, Pabonko помните, Rinpoche Пабонка said, look, Ринпоче сказал, «Послушай, getting perfect чтобы meditation получить and совершенную understanding emptiness, медитацию и these are понимание kind of big пустоты — это things. своего рода You серьезные kind of have to вещи, have и вам specialized необходима help. You got to специальная work on помощь, them вы должны specially. работать над ними But целенаправленно». this one, Но being nice эта to other people, практика — быть it's хорошими с always right другими there людьми, in your всегда в hands. It's ваших always руках. available to you. Она всегда доступна And, для you вас. know, И you вы just got to просто do it. должны это So no matter делать. where Так you are, что no matter who неважно, you're где вы with, находитесь, you can независимо от practice того, this с кем training. вы You don't need to находитесь, have a meditation вы можете studio, практиковать or этот you don't have тренинг. to Вам have не нужна студия для the perfection медитации. of wisdom Вам не sutras. обязательно владеть To be сутрами nice to other совершенства people, you just got to мудрости. be there. Чтобы быть хорошим с So другими людьми, мы we просто talked должны about быть рядом. three Итак, ways мы говорили о of трех not способах, being nice как to other не people, or быть three добрым things к that другим людям, might или hurt your трех вещах, которые могут attempts повредить to вашей be nice попытке to other быть people. добрым So с there другими are людьми. three different things Итак, есть три that might разные happen вещи, to которые stop you могут помешать вам from быть being nice добрыми to с other другими людьми. people. И The first первое one was that заключается в you don't том, know что вы не the guidelines знаете for being основных nice. No one принципов, ever как быть told you хорошим. Никто the никогда не guidelines говорил вам, как for being a быть nice хорошим person. You can say человеком. the И 10 вы можете назвать basic 10 good основных deeds. These are nice добродетелей. guidelines, Это so at least you точные should know those 10. рекомендации. Так что, Or по крайней maybe you've мере, gone deeper вы and taken должны знать lifetime эти 10. layman's Или, vows, может быть, lay вы пошли person's vows, глубже и which we приняли should all do. пожизненные обеты мирянина или At обеты least that. мирянина, And then if you want to которые go мы все deeper, должны if you соблюдать. want to Тогда, get more если вы committed, хотите then идти become a monk or глубже, nun. и вы хотите взять So больше the first обязательств, way то тогда to get стать in монахом или trouble монахиней. is Так if you что don't know what your первый vows способ are. попасть No в one ever беду — told you это what your если вы vows не are. We знаете, в said, чем заключаются ваши обеты. particularly in the Никто Dharma никогда way, не and говорил вам, в particularly чем in the заключаются ваши teachings обеты. И which мы are сказали, meant что to take особенно you в to алмазном enlightenment in пути, one особенно в lifetime. учениях, которые предназначены Particularly, для того, those чтобы teachings привести depend вас к on knowing the просветлению vows за and одну keeping the жизнь, vows. в So if you особенности ever эти take an учения initiation to зависят от Nirvana, знания обетов и you соблюдения should обетов. demand Итак, если вы to be когда-нибудь taught the vows. примете And that takes инициацию или some посвящение, time. вы That's должны going to take at настаивать least, на I том, don't чтобы know, вас 4 or 5 обучили days. обетам. И это And займет ideally, it некоторое would take время, 4 это or 5 займет, по weeks крайней мере, не знаю, to 4 teach you или those 5 vows дней. correctly. В идеале это Otherwise, you should займет not 4 take или in 5 Dharma. недель, чтобы Okay, правильно научить вас этим so either you обетам. don't know the В vows. противном случае The вы не second должны принимать possibility for посвящение. breaking Так что them либо вы не знаете is обеты, that либо they just вторая don't sound very возможность их important to you. нарушить — Like I это то, что understand они просто не I shouldn't кажутся kill вам очень people, важными. and И, I как я understand I понимаю, shouldn't я не steal должен things. убивать людей, и я But понимаю, я не just должен красть talking about вещи, the но president of the просто country вести разговоры о when he's президенте being страны, weird, когда он I странно mean, себя that's ведет, not on the same это не level as то же killing самое, people and как stealing убивать things. людей или That's красть not such a вещи. big Это deal. не так уж и So this важно. Так kind of что attitude where такое you say, отношение, когда Nangchung, вы right? The idiom говорите is Nangchung. You say, «М, that's not so important. видимо, здесь», I'm doing вы okay. говорите: I'm not gonna это не kill так уж и anybody. важно, у меня I'm все not в gonna steal порядке, я не anything. собираюсь никого But, убивать, having a glass я of не wine собираюсь once in a ничего while, красть. Но or выпить sitting бокал around and вина talking время от about времени или сидеть и говорить о политиках — это politicians, that's нормально, okay. это That's не not так such a уж и big deal. So важно. that kind of Так что attitude это такое where you отношение, когда вы say, в oh, одностороннем порядке решаете, you что decide Будда был слишком unilaterally строг, that the Buddha was being too strict, and the Buddha и was being Будда просто you. микроуправлял вами. And these Эти small rules are not very моральные important. So that's принципы, the они second не очень важны. Так possibility что for это вторая breaking your возможность vows. нарушить The свои third обеты. possibility is what we're И getting in третья today, возможность — in это то, episode что мы 6. рассмотрим сегодня, в And I шестом like to call this эпизоде. episode "How to И Run мне a Gang нравится Fight". So называть how это to занятие «Как Tim was вести asking me, драку what? между What? бандами».
Тим спросил меня, что? Я сказал, ну, если ты собираешься устроить драку между бандами, есть определенный способ вести бандитские разборки. Существуют определенные типичные оперативные действия проведения бандитской разборки, и вы должны знать их, чтобы провести хороший бой. И это включает в себя третий из 3 способов, который может привести к привычке нарушать свои обязательства быть добрым к другим людям. И давайте начнем их читать с 3 номера. И третье условие, которое повысит вероятность того, что вы нарушите свои обязательства быть добрыми к другим людям, называется... И это означает, что у вас в уме много негативных мыслей. Не знаю, как вы, но если я не высплюсь, или я не завтракал, или я устал, тогда мне легче злиться. И я склонен быть более саркастичным с людьми, подобные вещи. И все эти негативные мысли в целом можно разделить на 3 группы, не так ли? Это 3 животных в центре колеса жизни. И дечак означает невежественное желание, когда мы желаем вещи неверным способом. И где вы могли бы причинить кому-то боль, чтобы получить что-то, называется дечак. Что это такое в колесе жизни? Какое животное? Петух. А в древние времена это был голубь. Обе эти птицы должны наслаждаться сексом. Я не знаю, я еще это не проверял. Они олицетворяют готовность причинять боль кому-то другому, чтобы получить то, что тебе нравится. И нет ничего плохого в том, чтобы любить вещи. Хорошо, например, любить булочки с корицей. Если вы хотите булочку с корицей, то лучше в мире в кафе «Персиковое дерево» в Римроке, Аризоне. Париж — это номер 2, Римрок — это номер 1. И нет ничего плохого в том, чтобы специально лететь в Римрок за булочкой с корицей. Но неправильно причинять кому-то боль, чтобы сделать это. Украсть деньги или что-то в этом роде. Тогда это становится неправильным. Шеданг означает обратное. В колесе жизни гнев — это змея. Да, змея в центре колеса жизни представляет собой состояние расстройства. Можно сказать, расстраиваться или не любить вещи по неправильной причине. Так это нормально не любить баклажаны? Я говорю, да. Меня не волнует французская кухня. Как вы это называете? Баклажан? Баклажан? Это не имеет значения. Гадость под любым другим именем остается тем же. Баклажан. Как она называется в ближневосточной кухне, я забыл? Баба Гануш. Да, в любом случае, это полнейшая гадость, как это ни назовешь. Ой, я не должен использовать такие сравнения. В любом случае, нет ничего плохого в том, чтобы не любить баклажаны. Вам не должно нравиться растение, но нехорошо обижать того, кто угощает тебя баклажанами. Вы жалуетесь и причиняете им боль. Это становится невежественной неприязнью. Итак, он перечислил этих 2. А кого третьего он не упомянул? Это свинья в середине. На правильных рисунках колеса жизни во рту у свиньи были змея и петух. Хвосты во рту у свиньи означают, что вы неправильно понимаете. Вы неправильно понимаете вещи на кухне. Вы неправильно понимаете концепцию о 2 мужьях. И вы расстраиваетесь. Так что на самом деле это неправильное понимание думать, что ваш муж критикует вас за то, что он сделал, или за то, что он хочет сделать. Это приведет к тому, что у вас будут эти 2 других. И мы можем сказать ментальное омрачение или негативные эмоции. Вот это драка. И это означает, что вы должны заглянуть в свою личность и увидеть, какая из них является доминирующей.
Какая из них преобладает в вашей личности? Вы часто расстраиваетесь в течение дня? Или вы, скорее всего, переедаете в течение дня? Они попросили меня продемонстрировать йогу сегодня, но я сказал, у меня все еще есть мой животик COVID. И Вероника сказала, что я должен купить пояс. Я не знаю. Вы должны решить, какие самые сильные отрицательные эмоции имеет ваша личность, какая из них имеет тенденцию проявляться больше всего. А теперь, почему это связано с бандитскими разборками за $50? Она первая подняла руку. 25-25, ладно? Но скажите кому-нибудь, хорошо? Расскажите кому-нибудь, чтобы вам заплатили. Хорошо. Когда происходит бандитская разборка, скажем, у вас есть 20 парней на одной стороне и 20 парней на другой стороне, и я действительно участвовал в одной бандитской разборке в своей жизни. Я, мой брат и все его друзья, мы решили, что остановим эту другую банду. И я помню, мы устроили это на территории школы. Мы сказали им встретиться с нами на территории школы в 4 часа дня. И они привели с собой 20 парней, мы привели с собой 20 парней, у всех были палки. Мы собирались устроить большую бандитскую разборку. И это когда мне было лет 16 или около того. И этот парень, глава другой банды, подошел к моей банде и сказал, кто здесь главный? И мы все сказали, мой старший брат, его зовут Джефф. Мы сказали, Джефф здесь главный. Парень взорвался и сбил его с ног. Он ничего не сказал, просто изо всех сил ударил его по лицу. А потом мы все такие, ладно, сдаемся. И на этом бандитская разборка закончилась. И вот как остановить бандитскую драку. Вот как победить в бандитской драке. Пабонка Ринпоче, вот что он говорит здесь. Это иди за своим самым большим. Идите за главарем банды негативных эмоций в вашем сердце. Выясните, какая из них является главной. И атакуйте ее первой. Затем начните со второй, а потом приступайте к третьей. Но сначала ударьте очень сильно по самой худшей из них. И тогда за ним последуют и другие. Кстати, здесь он говорит, что нарушение ваших обетов имеет тенденцию следовать тому же приоритету, что и негативные эмоции, которые вы склонны испытывать чаще. И у нас тут на картинке бандитская разборка. Так что всегда гоняйтесь за самым главным парнем с другой стороны. Преследуйте босса с другой стороны. И он говорит, что если вы хотите победить обычного врага, будь то группа, это означает, что ты на войне, или ты участвуешь в бандитской драке. Идите за главой другой группы. Если вы на войне, то атакуйте самый сильный полк противника. Потому что если вы победите самую сильную группу противника, остальные группы сдадутся. И поэтому постарайтесь найти в своем собственном сердце, какая негативная эмоция имеет тенденцию становиться более сильной, и идите за своей самой большой сначала. Ищите негативную эмоцию, которая стоит как голова над плечами, то есть ту, которая больше всего против вас в вашем собственном сердце. Ньямпотен примените соответствующий антидот к самой большой из них. И теперь он называет определенные негативные эмоции. Он предлагает антидоты. И он не собирается рассказывать нам о 84 тысячах возможных негативных эмоций, но он собирается назвать 4 или 5. И он, похоже, говорит, послушайте, я знаю, что ты где-то там. Он разговаривает с нами, верно? Я назову 4 или 5 больших клеш, сильных негативных эмоций. И я думаю, что мы найдем там вашу. Так что слушайте, мы перечислим 5, и я дам вам рекомендации по их антидотам, по их соответствующим антидотам. И он начинает с дёчак.
Шачева означает «доминирующий в вашей личности». И если ваша личность склонна больше тяготеть к объектам чувств, например, таких как секс, порнография, еда, алкоголь, курение, подобные вещи. Если вас больше привлекают физические объекты чувств, то вы должны делать, и это означает медитация на отвращение. Медитация отвращения. И типичный объект, который вы можете взять, он составляет здесь целый список. Он, вероятно, говорит о случае, когда мы не можем отвести глаз от других женщин или других мужчин. И, возможно, у нас уже есть партнер, но мы продолжаем заглядываться на чужих партнеров или на кого-то, кроме нашего партнера. И если это твоя проблема, говорит он, в краткосрочной перспективе пустота, очевидно, является величайшим противоядием, но для краткосвременного антидота келпа означает сумка, большая продуктовая сумка, и мицангва означает пупу. Посмотрите на жену другого парня или другую женщину, попытайтесь вообразить, что она большой мешок. И у меня тут есть для тебя фотография. Она очень часто используется. Такая картинка очень часто используется в этих дискуссиях. И это реальный человек. Они вскрыли тело человека. И это то, как все эти сексуальные женщины выглядят изнутри, или сексуальный мужчина. Мы даже не знаем, мужчина это или женщина, потому что внутри все выглядят одинаково. Это просто отвратительно и страшно. Как мешок с удобрениями. В основном это перемещается по телу. И если у вас есть проблемы с желанием человеческого тела, держите одну из этих фотографий при себе и вытаскивайте ее, когда вы не можете перестать смотреть на кого-то. И вы, может быть, люди, которые имеют порнографическую зависимость, которые, думаю, испытывают 80%, вытащите фотографию, скажите, вот как она на самом деле выглядит изнутри. Если вы проводите достаточно времени с кем-то, неизбежно вы увидите это. Нет такого красивого и привлекательного человека, который рано или поздно вы не увидите настоящую природу человеческого тела изнутри. Если любовь основана на теле, тогда любовь потерпит неудачу. Хорошо? Это означает, что все это внутри означает полностью красное, пропитано алой кровью. Возьмите это, как вы это называете? Какая это для лица косметическая компания? Estee Lauder лицо, а потом снимите кожу и посмотрите, это все красное гниющее мясо с кровью. Это называется нампар марва. На самом деле это своего рода медитация. Или нампар пампа. Я не помню, что значит пампа, но я думаю, что это означает гнилой. И бюшикпа означает, что есть бактерии и другие микроорганизмы, живущие внутри нашего тела, в нашем кишечнике. И когда мы умираем, они просто едят наше тело. И это также может означать червей. И черви будут есть ваше тело. Это означает, что может быть полезно, если вас привлекает женщина или мужчина, имеющие другие отношения. Просто взгляните на них как на кости. Посмотрите на очертания их костей на теле, мысленно снимите мясо и представьте себе руку как кость. Вы бы хотели заняться сексом, если бы вы могли видеть, как болтается кость? И у меня есть подруга, которая недавно потеряла ногу. Ей ампутировали ногу, и вы видите кость. И вы думаете, хорошо, не так сексуально, жутко. Очень, очень смертельно.
Хорошо, он рассказывает нам о влечении к физическим чувствам. Потом он дает антидот, который заключается в том, чтобы заглянуть под кожу, снять кожу и посмотреть на реального человека там, мысленно. Далее у нас есть шайдан. Если у вас есть проблемы с гневом или неприязнью к людям, его противоядие — 2 слога. Чампа. Используйте чампа. Используйте чампа. Что значит чампа? Любовь. Любовь. И классический пример чампа — это ребенок. Предложить ребенку подарок на день рождения. И вы можете увидеть картинку здесь, и ребенку только что вручили подарок на день рождения. И такое выражение на лице ребенка, у нее в руках подарок на день рождения, только этот взгляд, только это выражение на лице ребенка, это уже высокий буддийский принцип, означающий радоваться, когда другие люди веселятся, и радоваться, когда другие люди хорошо проводят время. И это называется чампа, майтри. И вот откуда взялся Майтрея, имя Майтрея. Это означает любовь. И любовь означает, что я так счастлив, что вы счастливы. И теперь он переходит к Нагьял. Это вроде как моя специальность. Нагьял означает «я король». И это древнее слово, обозначающее гордость. Или вы поглощены эгоизмом. Я самый лучший учитель, я знаю большинство языков и так далее, и тому подобное. Я самая красивая. Нагья. И если вы хотите это исправить, это чувство тщеславия или гордости, нагачи. Подумайте о том, как неизбежно разрушится ваше тело. Ваш ум будет становиться все медленнее и медленнее. И вчера мы ходили навестить одну старушку, ей 95 лет. И мы позвонили ей, мы сказали, мы будем у вас завтра. Окей. Потом мы позвонили ей на следующее утро, мы сказали, мы скоро выезжаем. И она ответила, почему? И я сказал, мы едем к тебе, помнишь? Мы вчера звонили. Ладно. Потом через полчаса мы позвонили и сказали, не забудь, что мы будем через полчаса. Ладно. А потом через 15 минут мы позвонили снова, мы подъезжаем. И она сказала, что? Зачем ты подъезжаешь? Потому что мы едем повидаться с тобой. И, наконец, мы добрались до ее дома престарелых. Она спустилась вниз, чтобы поговорить через окно. И она забыла свой слуховой аппарат. И поэтому мы не могли разговаривать. Мы ехали 4 часа, чтобы поговорить с ней. И она такая, ой, я забыла свой слуховой аппарат. И это случится и с нами. Мы тоже будем там. Может быть. Надеюсь, кто-нибудь придет навестить нас, неважно, насколько глупыми мы станем. И нагачи — болезнь, старение, смерть. Это 3 классических страдания. Какое еще может быть? Кеганачи. Я должен тебе $20. Дай себе $20. Рождение. Ке. Он не упомянул здесь рождение. И это, я не знаю почему. Гемба-мэпа. Он начинает перечислять классические жизненные проблемы. И мы уже изучили этот список. Особенно, я думаю, от первого Панчин Ламы. И список проблем человеческой сферы означает, ни в чем нельзя быть уверенным. Ты думаешь, что наконец все устроилось, ты думаешь, что все наконец-то идет хорошо, а потом все снова меняется. И мы просто не уверены. Я думаю, что это совершенно очевидно прямо сейчас. Я и мои друзья, мы вроде как перестали говорить о вирусе. И кто-то сказал, знаешь что? И мы все сказали, что? И они сказали, никто в этом мире не знает, что произойдет. Никто не знает. Так что перестаньте говорить об этом весь день. Мы не знаем, что произойдет через 6 месяцев. Мы не знаем, что через год. Никто не знает. Так что это называется нгепа-мепа. И так было всегда. И каждый раз, когда мы, кажется, получаем положение, каждый раз, когда мы оказываемся в чьей-то милости,
Мы падаем, потом мы снова падаем, и мы продолжаем двигаться вверх и вниз, и так далее. Он говорит, и так далее. Он говорит, что если вас интересуют другие человеческие страдания, вы возвращаетесь и читаете эту часть. И затем он начинает перечислять все то, чего мы не знаем. И часто в монастыре гордость была бы направлена на то, сколько священных писаний вы знаете, насколько хороша ваша философия, или как вы способны дебатировать. И он говорит, здесь у нас есть картинка, и я называю это «Звезды над океаном». И наша жизнь похожа на то, как мы смотрим на поверхность океана. Но мы не можем видеть то, что находится под океаном, мы не можем видеть, что там в небе. И если вы подумаете о том, какой процент Вселенной мы знаем, это как точка 0,00001. Итак, почему вы чувствуете, что вы так хорошо осведомлены о буддизме, когда у вас нет никакого понятия, примерно 90% материала, 99,999% вещей, которые существуют во Вселенной, которых вы понятия не имеете. Просто посмотрите на звезды ночью, посмотрите на поверхность океана и подумайте о том, что там внизу. Вы даже не представляете, вы действительно понятия не имеете. Есть даже части внутри нас, части нашей психологии, части нашего характера, части нашего физического тела, о которых мы понятия не имеем. У вас может быть вирус COVID, плавающий в вашем кровотоке прямо сейчас, и мы не знаем. И мы так невежественны во всем. Так почему же вы так гордитесь своими знаниями? И это своего рода цорва, это такого рода чувство. Если вы хотите узнать об этом, поговорите с Суген Кши, который переводит обширную литературу «Колесо жизни». И это относится к физическим ощущениям, которые у нас есть, которые запускаются через нашу кожу. Вы понятия не имеете о 99% вещей во Вселенной. То, чего вы не знаете, огромно, а то, что вы знаете, это почти ничего. И следующая негативная эмоция. И не забывайте, что мы их изучаем, потому что это третий способ нарушить ваши обеты. Если вы движимы своими негативными эмоциями, вы что-нибудь украдете, вы скажете что-то плохое, вы будете преследовать чего-то партнера. И здесь он говорит о тимук, что является техническим названием для свиньи в середине колеса жизни. Это называется темное невежество, особый вид невежества. Антидотом для него является понимание семян в сознании. И обычно универсальным антидотом от всех этих негативных эмоций является понимание двух мужей на кухне. Если вы не понимаете, о чем я говорю, спросите кого-нибудь другого. Если вы хотите знать лучший источник для этого, это Нагарджуна, которого вы видите здесь на картинке. Мы зовем его Ария, то есть мистер Пустота. Серьезно, если у вас будет шанс, вы должны прочитать немного Нагарджуну. Просто послушайте Нагарджуну в течение получаса, и это уничтожит ваше невежество и ваше неправильное понимание. Мастер пустоты. Ария. Мастер пустоты. И мы собираемся немного перескочить тему, извините. Номер 4. И теперь он закончил 3 разные вещи, которые могут заставить вас нарушить ваши обязательства. Вы их не знаете, вы не думаете, что они так важны, или у вас есть много других ментальных проблем одновременно. И теперь перейдем к 4. 4.
вы не поддерживаете состояние бдительности. Вы не наблюдаете за состоянием вашего собственного ума. И после 50 лет практики буддизма я могу сказать, что вы получаете некоторые предупреждающие знаки как раз перед тем, как вы испытываете приступ желания, или как раз перед тем, как у вас начнется приступ гнева. Есть предупреждающие знаки. Если вы медитируете, вероятно, 50 лет, вы можете начать замечать их. Например, вы начинаете зацикливаться на ком-то, вы начинаете думать о ком-то, вы начинаете думать о том, что кто-то сказал. Наступает период примерно в 5-10 минут или 2 часа размышления о том, что кто-то сказал вам, о том вы расстраиваетесь. Итак, если вы можете поддерживать высокую степень осознанности, они называют это... Как они называют это в армии? Высокая степень... Нет, для этого есть слово. Аналитики предположили, что может начаться ядерная война в ближайшие 10 часов, если все переходят в состояние повышенной готовности, как состояние боевой готовности. Если вы можете оставаться бдительными и наблюдать за своими собственными мыслями, своими собственными эмоциями, если вы можете научиться делать это, тогда вы не нарушите своих обетов. Это очень-очень известно. Скажите, пожалуйста, дро. Извиняюсь. Дро. Чак. Нел. Дук. Это очень забавно. У вас проблемы с соблюдением обетов? Да. Хорошо. Я просто хочу, чтобы вы наблюдали за своим умом в 4 разных случаях. Это все. Это совсем не трудно. Просто наблюдайте за своим умом в течение дня в 4 разных периодах. Об остальном не беспокойтесь. А потом вы такие, да, хорошо. И что это за 4? Номер 1. Когда вы в машине. Номер 2. Когда вы передвигаетесь каким-либо другим способом, например, пешком, как пересекать комнату, когда вы идете через комнату. Да, и когда вы спите в кровати. И когда вы сидите. Только эти 4 случая. Используйте только эти 4, об остальных не беспокойтесь. И в буддизме это шутка лорда Будды. Просто следите за своим умом, когда вы путешествуете далеко, или вы идете через комнату, или сидите, или спите. Об остальном не беспокойтесь. Это просто шутка. Это значит, что мне все равно, где вы. 24 часа вы должны быть в состоянии повышенной бдительности, чтобы у вас не было отрицательных эмоций. Даже когда вы едите, даже когда вы пьете, мне все равно, что вы делаете. Помните, что хорошо делать, и помните, что плохо делать. Следите за собой каждые несколько минут и проверяйте свое ментальное состояние. Каждые несколько минут проверяйте свое ментальное состояние. Я нарушаю какие-нибудь обеты? Тогда вы заблокируете дверь для будущих ошибок. Ладно, нам осталось совсем немного. Нет, нам нужно еще немного продвинуться. Извините, это длиннее. Используйте шешин, используйте ментальную тревогу, о которой мы говорили во время медитации, чтобы обнаружить, что ваш ум расстраивается или еще что-нибудь, желание. Тогда тренпа, возвращайте свою бдительность. Думайте, как вы хотите. Подумайте, как вы хотите воспринимать себя. Я не хочу быть плохим человеком. Мне все равно, знает об этом кто-нибудь или нет, но я сам для себя не хочу быть плохим человеком. И тогда трел епа означает, подумайте о том, чтобы другие почувствовали, если бы они узнали, как вы чувствуете себя на самом деле. Гьяла — это забавное слово. Ладно, Сейджи, $100. Гьяла. $100, ну же. Тим, $101? Нет, забудьте. Это значит 1 из 100. И это значит, что он был ламой Пабонка. Он был
Он был, как вы это называете, он относился к нам с уважением. Он говорил, что если в одном случае из миллиона вы разозлитесь, да, он был вежлив с аудиторией. Он говорил, что когда только в одном случае из миллиона вы нарушите один из обетов, тогда делайте саджонг. Ладно, приложите усилия для соджонг. Сделайте усилия, выполните соджонг. Очиститесь, очистите эту ошибку. И продолжайте рассказывать другим людям свои ошибки, и это поможет ее очистить. Не держите это при себе. Расскажите кому-нибудь. Расскажите своей собаке. Нет, скажите другому человеку, это более мощно. И затем он дает нам некоторую передышку. Следующий абзац — передышка. Он говорит, послушайте, ребята, вы все монахи и монахини, и согласно священным писаниям Винаи, которые мы переводим в смешанных орешках, мы это уже читали. У вас есть 3 варианта с признанием. У вас есть 3 классических варианта с признанием. По, гу и юнг. И это очень технические термины Винаи, которые никто толком не знает. По означает, если монах или монахиня нарушает большой обет, им вообще-то не разрешают сидеть с другими монахами и монахинями, не должны сидеть сзади. Это называется по. Переставляйте их. Гу означает «пожалуйста, сделай кого-нибудь счастливым». И какое это имеет отношение к нарушению обета? После того, как они по, им придется мыть посуду и чистить туалеты в течение 3 недель. И таким образом это называется сделать счастливыми обычных посудомоек и уборщиков унитазов, потому что у них перерыв. И монах, который нарушил свои обеты, должен мыть посуду и чистить туалеты. И ясно, тогда это делают других монахов, которые должны были это делать счастливыми. Ладно, тогда переставляйте их, и радуйте их. И юнг означает бросить их. И обычно это означает выкинуть кого-нибудь из монастыря. И это называется юнг. Но вот что очень интересно. Это значит, что после того, как монах закончит чистить туалеты или мыть посуду в течение 3 недель, чтобы компенсировать нарушение маленького обета, затем бросьте его на его высокое положение. И это очень интересно. Поощряйте их. Хвалите их. И ты такой классный. Ты признался. Мы заставили тебя мыть посуду в течение 3 недель. А теперь посмотри на себя, ты супер чистый. Мы вернем тебе назад высокое положение. И это круто. Это классный баланс. Сначала ты пристыдишь парня, а потом ты заставишь его делать грязную работу в течение 3 недель, а потом ты должен сказать, посмотрите на этого парня, он более чист, чем все вы. Он отработал ошибку. А потом парень такой, да, теперь я самый чистый. Он говорит, погуем. Он говорит, смотрите, священные писания Винаи говорят, что вы должны пройти через этот процесс. Но Винсапа жил с 1525 по 1590 года, я проверил. И его главные последователи сказали, послушай, мы знаем технические вещи в Винае, мы с ними знакомы. Но если вы просто сделаете 2 шага, этого будет достаточно. Винсапу необходимо знать, потому что Винсапа — это известный лама в Тибете. Если вы спросите, есть ли на самом деле лама, который достиг просветления? Он известен в Тибете как единственный лама, который достиг просветления в его жизни, практикуя. Это забавно. В Тибете есть тысячи и тысячи практикующих, известных практикующих, но есть только один, о котором они говорят, он сделал это, он действительно стал просветленным в этой жизни. И он сказал, послушайте, просто почувствуйте себя плохо из-за того, что нарушили обет, а затем возьмите на себя обязательство контролировать себя в будущем. Забудьте всю остальную Винаю, саджонг, бла-бла-бла. Итак, вот один парень, который якобы стал Буддой, и он такой, послушайте, саджонг — это хорошо, церемония исповеди — это хорошо, все хорошо. Но если у вас просто есть сердечное чувство, как я все испортил,
А потом, если вы решите контролировать себя в будущем, то вы чисты. Мы говорим, что следуем за Винсапой. Но они упомянули слово для второго уровня монашеских обетов. Итак, есть 4 очень серьезных монашеских обета, и подразумевается, что такого отношения недостаточно, чтобы очистить эти 4. Если вы серьезно нарушите эти 4, то вы теряете свои монашеские обеты. И значит, он говорит, что второй уровень ниже, да, вы можете почистить его, но он не говорит о 4 главных монашеских обетах. Ладно, последняя часть. И такие люди, как вы и я, мы не похожи на Цанкапу, мы не такие, как лорд Атиша. Мы не можем сохранять свои обеты. Эти парни, они сохранили каждый маленький обет. И за всю свою жизнь они не обидели ни одной блохи. И он говорит, что мы не такие. Мы не такие. Мы нормальные люди. Мы совершаем ошибки. Но минимум кепесунг означает, как вы это называете? Ценой собственной жизни? Рискуя жизнью. Если у вас есть выбор между смертью и соблюдением этих 5, соблюдайте эти 5. Остальные ваши обеты, вы можете нарушить их, вы нарушите их, вы человек. Но, пожалуйста, пожалуйста, не нарушайте эти 5. Что такие эти большие 5? Это и есть составляющие пожизненных обетов мирянина. Не убивайте человека или человеческий плод, не крадите ничего ценного сознательно, не вступайте в сексуальные отношения с чужой женой или мужем, не лгите о своих духовных достижениях и откажитесь от алкоголя и наркотиков. Итак, это все. Их вы должны придерживаться даже ценой собственной жизни. Вы должны их соблюдать. И это конец 6-го занятия. И мы увидимся на 7-м занятии. Мы продолжим обсуждение наших обязательств, как быть добрыми к другим людям. Спасибо. Спасибо тебе, Сейджи. Спасибо, Тим.